Глубоко внутри нашей планеты находятся две массивные каменные структуры, которые уже много лет озадачивают ученых. Они расположены почти напротив друг друга. Одна скрывается под Тихим океаном, другая – под Африканским континентом. Они настолько необычны, что даже заставляют сейсмические волны замедляться при прохождении через них. В научной терминологии эти образования называют крупными областями с низкой скоростью сдвига, но по сути это два огромных загадочных куска породы. Они больше, чем многие континенты, необычнее всего остального внутри Земли, и настолько плотные, что некоторые исследователи допускают, что это могут быть остатки другой планеты. До недавнего времени никто точно не знал, что они собой представляют, откуда пришли и почему вообще существуют. Эти таинственные образования могут скрывать тайну глубинных сил Земли, достаточно мощных, чтобы формировать землетрясения, вызывать извержения вулканов и даже влиять на эволюцию самой жизни. И теперь, возможно, мы наконец узнаем правду о них. Эти геологические монстры скрыты примерно на глубине 3000 километров под поверхностью. Каждый из них по высоте в 100 раз превосходит гору Эверест. Они настолько огромны, что вызывают изумление. Сначала ученые думали, что это первобытные обломки, оставшиеся с первых дней существования Земли. Возможно, около 4,5 миллиардов лет назад что-то огромное столкнулось с Землей. Этот удар мог сформировать как Луну, так и эти образования. Ученые предполагают, что это могла быть Тея, протопланета размером с Марс, которая существовала где-то в окрестностях пояса астероидов и однажды врезалась в Землю. Другие исследователи считают, что это может быть нечто гораздо более знакомое – старые куски земной коры. Возможно, их погрузило глубоко в мантию движение тектонических плит. А теперь новое исследование показывает еще одну версию. Эти пятна – огромные скопления океанической коры, которые погружались в Землю миллиарды лет. Они могли образоваться из материала, который опускается в глубины при столкновениях тектонических плит. На протяжении более чем миллиарда лет куски океанической коры могли быть поглощены мантией. В конечном итоге они собрались в два массивных региона глубоко внутри планеты. Несмотря на то, что оба скопления могли сформироваться одинаковым механизмом, они не идентичны. Существует такое явление, как Тихоокеанское огненное кольцо – гигантская дуга вулканов и зон землетрясений вокруг Тихого океана. Тихоокеанская аномалия не перестает расти и изменяться, потому что в нее постоянно попадает новая порода из погружающихся плит. При столкновениях тектонических плит одна плита погружается под другую, унося старую океаническую кору глубоко в землю. Поскольку это движение непрерывно, Тихоокеанская область остается тяжелее, плотнее и более активна, чем ее близнец под Африкой. Это похоже на гигантскую фабрику по производству горячих камней, которая получает новый материал и с течением времени меняет свою форму. Африканская область намного старше и спокойнее, чем та, что расположена под Тихим океаном. В нее не так часто попадает свежая порода, поэтому со временем она стала больше сливаться с окружающей мантией. Поскольку она относительно менее плотная, она ведет себя иначе. Поднимается выше в мантии Земли, располагаясь приблизительно на 500 километров ближе к поверхности. И именно поэтому в Африке по-прежнему так много мощных вулканов и рифтовых долин. Главный вопрос заключается в том, как эти массивные образования продолжают развиваться и какое влияние оказывают на геологические процессы. Ученые считают, что огромные столбы горячей породы, так называемые мантийные плюмы, могут подниматься из глубин и взаимодействовать с этими областями, способствуя движению тектонических плит, особенно в Тихоокеанском регионе. Если они правы, то эти гигантские подземные глыбы не просто сидят на месте. В некотором смысле они почти живые.
Они постоянно меняют и формируют поверхность нашей планеты. Это впечатляет. Это означает, что однажды эти гигантские структуры теоретически могут прорвать земную кору, вызвав катастрофические супервулканические извержения. Такие извержения продолжались бы очень долго, геологически измеряемые отрезки времени. Гается в небо, пепел заполняет воздух, города могут быть частично или полностью засыпаны вулканическим материалом. Но супервулкан – это совсем другой уровень. Он не просто большой вулкан, он образует отдельную категорию. Их извержения разрывают саму Землю, создавая огромные кальдеры диаметром нередко более 48 километров. На самом деле, два самых страшных массовых вымирания в истории Земли, когда было уничтожено почти все живое, могли быть связаны с мощной вулканической активностью, а не только с падением астероидов. Самое крупное такое событие произошло в конце Пермского периода. Тогда, по оценкам палеонтологов и геологов, погибло около 90% морских видов и примерно 70% наземных видов. На сегодняшний день ученые насчитали на Земле порядка 20 супервулканических областей или районов потенциально опасных супервулканов. Самые известные из них – Йеллоустоунский супервулкан в Соединенных Штатах Америки, вулкан Тоба в Индонезии и Таупа в Новой Зеландии. Последнее крупное супервулканическое событие в районе Йеллоустоуна произошло примерно 2 миллиона лет назад. Тогда было выброшено почти 2500 кубических километров материала, достаточно, чтобы покрыть пеплом крупный город. Это было лишь одно из 3 крупных событий в истории Йеллоустоуна. Последним по времени супервулканом, который извергался, считается Таупа в Новой Зеландии. Это произошло около 26 500 лет назад. Супервулканы не только разрушают, они также могут кардинально изменить облик планеты. Примерно 74 тысячи лет назад на территории современного Индонезии произошло извержение супервулкана Тоба. Некоторые ученые считают, что это событие вызвало вулканическую зиму, продолжавшуюся десятилетиями. Есть также теории, согласно которым это извержение практически уничтожило ранних людей, сократив их численность до нескольких тысяч выживших, хотя это остается предметом дискуссий и не является полностью установленным фактом. Так или иначе, данные свидетельствуют, что извержения супервулканов изменяли ход истории Земли. Но как нам подготовиться к ним, если подобное событие может произойти в любой момент? Ученые постоянно наблюдают за вулканами и ищут предупреждающие признаки: подъем магмы, набухание и деформацию грунта, повышенную сейсмичность под вулканом, изменения в выбросах газов и прочие сигналы. Проблема заключается в том, что хотя мы можем предсказывать некоторые краткосрочные извержения, долгосрочные прогнозы супервулканических событий остаются загадкой. Последнее крупное событие в Йеллоустоуне датируется примерно 630 тысячами лет назад. Это значит, что в геологическом смысле вулкан опаздывает с ожидаемым циклом. Но вулканы не работают как часы. Прошлое извержение не гарантирует неминуемого повторного супервулканического события в ближайшем времени, а временные интервалы между извержениями могут быть крайне случайными. И как теперь спать по ночам, зная, что такие гиганты теоретически могут извергнуться снова? Возможно, завтра, возможно, через 100 тысяч лет. Но не стоит из-за этого отказываться от сна. Оптимальная реакция – наблюдение, изучение и планирование мер готовности. Давным-давно, приблизительно от 4,5 миллиардов до 3 миллиардов 800 миллионов лет назад, крупный метеорит врезался в Землю с огромной разрушительной силой. Он был в несколько раз больше того космического тела, которое уничтожило динозавров 66 миллионов лет назад.
К счастью, в тот кометно-метеоритный период на планете существовали лишь примитивные формы жизни – микроорганизмы, и поэтому последствия ударов не сопровождались массовым вымиранием сложных форм жизни, как это случилось позднее, в другие периоды. Тем не менее, ученые полагают, что гигантский удар оставил колоссальный след. Некоторые исследования указывают на наличие массивного ударного кратера в районе, известном как земля Уилкса под Антарктидой. Этот кратер может быть больше, чем штат Нью-Йорк по площади, и его ширина, по некоторым оценкам, приближается к 500 километрам. В этой области также была обнаружена гравитационная аномалия. Сначала ученые заметили странности при измерении гравитационного поля. Проявлялась некая гравитационная яма или отрицательная аномалия. Позже, с появлением более совершенных методов и технологий, было выявлено внутри этой области и нечто иное. Положительная гравитационная аномалия – участок с более высокой локальной силой притяжения. Такой тип структуры, называемый масканом, сокращенно от массовая концентрация, часто формируется в местах столкновения крупных космических тел или метеоритов с планетной корой. При очень сильном ударе метеорит пробивает земную кору и сотрясает мантию. Затем материал может отскочить и оставлять сверхплотный сгусток в центре удара, что усугубляет локальную гравитацию, подобно образу покрытия инеем пончика, где лед заполняет щель, а плотный центр приподнимается. В 2018 году ученые использовали передовые методы геофизического сканирования, чтобы детализировать картину удара в регионе Уилкса. Они обнаружили, что форма кратера не идеальная окружность, а деформирована, и северная часть выглядит так, будто ее чем-то повредило. Возможно, это произошло тогда, когда Австралия отделялась от Антарктиды около 35 миллионов лет назад. Некоторые исследователи даже предполагают, что остатки кратера можно обнаружить в Южной Австралии сегодня. Эта информация подтверждает идею о том, что гигантский кратер под Антарктидой мог образоваться еще до распада древних континентов. Существуют разные гипотезы о происхождении этой аномалии. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть древний вулкан, глубокая эродированная долина или осадочный бассейн, в котором миллионы лет накапливались отложения. Однако многие современные геофизики считают наиболее вероятным объяснение падения гигантского метеорита. Возможно, это был один из крупнейших метеоритов, когда-либо падших на Землю. Исследование 2015 года также оценило возраст предполагаемого кратера, поскольку его размер соответствует размерам космических тел, падения которых датируются от 4,5 миллиардов до 3 миллиардов 800 миллионов лет назад. Падение метеорита на Землю Уилкса было настолько мощным, что диаметр метеорита мог достигать 48 километров. Это в 4-5 раз больше диаметра метеорита, вызвавшего кратер Чиксулуп в Мексике, который связан с массовым вымиранием в конце мелового периода. Даже этот метеорит был достаточен, чтобы вызвать масштабные разрушения, лесные пожары, кислотные дожди, цунами и климатические изменения, которые могли уничтожить значительную часть жизни. В некотором смысле метеорит, оставивший гигантский кратер под Антарктидой, посетил Землю в эпоху, когда на ней доминировали только микробы, а растения и животные еще не распространились. Он не вызвал крупномасштабного вымирания современных сложных форм жизни, поэтому не оставил, например, толстых слоев древесного угля от древних пожаров. Но все равно мог изменить ход геологического и климатического развития планеты. Сейчас диаметр видимого фрагмента кратера Редефорд составляет около 159 километров, что действительно много, но он уступает по размерам кратеру Чиксулуп в Мексике, ширина которого составляет примерно 180 километров. Однако ранее кратер Редефорд
имел значительно большую первоначальную площадь – около 250 до 280 километров, пока эрозия и тектонические процессы не снизили его размеры. Это означает, что, несмотря на впечатляющий удар, породивший кратер Чиксулуп, удар, породивший структуру Редефорд, вероятно, был еще более мощным и стал одним из крупнейших известных столкновений с Землей. Согласно последним исследованиям, диаметр падшего астероида для образования первоначальной структуры Редефорд оценивался в диапазоне от 20 до 25 километров, а скорость входа в атмосферу могла составлять от 75 тысяч до 90 тысяч километров в час. Эти оценки важны для науки, потому что знание истинного размера удара позволяет создавать более точные модели для понимания геологии Земли и того, как гигантские столкновения формируют планеты и их поверхности. Измерение древних ударных кратеров – задача нелегкая. За сотни миллионов или миллиарды лет эрозия стирает ребра кратера, и поверх первоначальных структур формируются новые горные породы. Именно это произошло с Редефортом. Сейчас видны лишь небольшие фрагменты первоначального края кратера, а остальное скрыто под преимущественно более молодыми породами. Чтобы определить истинный размер удара, ученые изучали минералы, такие как кварц и циркон, найденные вокруг области. Эти минералы сохраняют микроструктурные признаки удара, трещины и пластические деформации, характерные для высокоэнергетических событий. Такие признаки помогают оценить мощность взрыва и реконструировать масштаб столкновения. Аномалия Земли Уилкса – не единственный пример на нашей планете, где гравитация ведет себя странно. В течение более 40 лет ученые пытались разгадать тайну в некоторых частях Канады, особенно в районе Гудзонова залива. Там, по результатам измерений, кажется, что местная сила тяжести несколько меньше, чем в соседних регионах. Это означает, что если бы вы встали на весы в той области, ваш вес оказался бы немного меньшим, чем в других местах. Разница небольшая, но измеримая. Исследователи впервые заметили это различие в 1960-х годах, когда проводили картирование гравитационного поля Земли. Гравитация напрямую связана с распределением массы. Чем больше масса под конкретным участком. В 1960-х годах, когда проводили картирование гравитационного поля Земли. Гравитация напрямую связана с распределением массы. Чем больше масса под конкретным участком, тем больше сила тяжести. Поскольку Земля не идеально шар, а слегка сплющена у полюсов и выпукла у экватора, логично предположить, что ее масса распределена неравномерно. Две основные теории объясняют загадку пониженной гравитации в районе Гудзонова залива. Первая теория связана с магмой и мантийной конвекцией. Магма – это сверхгорячая вязкая порода в глубине планеты. Она постоянно движется в процессе конвекции, как в кипящем супе. Когда магма перемещается, она может тянуть за собой части земной коры и изменять локальное распределение массы, делая область легче, что приводит к понижению силы тяжести на поверхности. Вторая теория связана с остатками ледниковых щитов. В ходе последнего ледникового максимума на большой части Северной Канады лежал гигантский ледяной покров – Лаврентийский ледниковый щит. В некоторых частях Гудзонова залива толщина этого льда достигала почти 4 километров, эквивалента поставленных один на другой приблизительно 10 этажей небоскреба Empire State Building. Из-за своей тяжести лед вдавил земную кору, как палец, нажимающий на губку. Хотя льды растаяли примерно 10 тысяч лет назад, земля под ними до сих пор медленно восстанавливает исходную форму, как матрас с эффектом памяти, после того, как вы встали с него.
Этот медленный подъем называют постледниковым восстановлением или изостатическим поднятием, и скорость его составляет менее 1,5 сантиметров в год. Поскольку Земля еще не полностью восстановилась, этот процесс может занять еще несколько тысяч лет, масса поверхности там остается уменьшенной, что снижает местную гравитацию. Обе эти теории частично верны и дополняют друг друга. Чтобы проверить гипотезы, ученые использовали современные спутниковые технологии. В частности, в период с 2002 по 2006 год над поверхностью Земли летали специальные спутники на высоте около 500 километров. Они работали парами и измеряли самые незначительные изменения расстояния между собой, пролетая над участками с различной гравитацией. Когда передний спутник проходил над зоной с пониженной гравитацией, он слегка смещался по отношению к заднему спутнику, и это изменение фиксировалось. Благодаря этим наблюдениям ученые составили детальные карты зоны Гудзонова залива во время ледникового периода. Они обнаружили два крупных, выпуклых выступа на западном и восточном берегах, где лед был наиболее толстым. Именно в этих местах сегодня наблюдается наибольшее снижение гравитации. Последствия этого явления заметны и по сей день. Хотя средний уровень моря повышается во многих регионах мира, Земля вокруг Гудзонова залива поднимается так быстро, что в этом конкретном районе уровень моря фактически снижается. Разгадки таких загадок, как аномалия ударного кратера в Антарктиде или гравитационные аномалии в Гудзоновом заливе, дают ученым удивительные представления о прошлом нашей планеты. Понимая, как прошлые изменения климата и геологические процессы влияли на Землю, специалисты могут лучше моделировать и предсказывать, каким образом современная деятельность человека повлияет на ее будущее и какие последствия это может иметь для глобальной экосистемы и человечества.